Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, неделя с 4 по 10 сентября. Давайте узнаем, что думают карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, мы проведем с вами приятное время, и все равно какой-то свой инсайт вы получите. Или сумеете просчитать какой-то вопрос, словно предположить, а что будет, если я поступлю определенным образом, как будут развиваться события. Или, какая-то подсказка для того, чтобы свой какой-то личный пазл сложить, иносказательно говоря, конечно, вы тоже сможете получить. Давайте узнаем. И первый вопрос у нас будет, что важно знать на неделю для представителей знака зодиака Козерог. Что по мнению карт? Ух ты! Тут прямо чем-то мы будем вдохновлены, может быть, где-то озадачены, правда, потому что что-то хочется осуществить или получить и желаемое, может быть, конкретного человека, добиться как будто его расположения. А для кого-то это проиграется получение денег, потому что как раз деньги, вопросы материального благополучия прекрасно проигрываются по этому аркану. Но ведь всегда есть какая-то, знаете, как будто неуемность в чувствах или чаще в эмоциях. Мы можем пойти в разнос по этой карте. Терпели какое-то время, а тут скажем себе, нет, все, сейчас скажу все. И этого делать не следует, по крайней мере, подразумевается значение карты, что мы как раз не должны где-то делать чего-то чересчур. Как и чересчур в эмоциях, так где-то с учетом того, что 15-й аркан иногда проигрывается как страстная любовь, но значит тоже где-то себя охлаждать в вопросах дела, работы, бизнес, деньги, сохранять больше хладнокровия и не поддаваться какой-то импульсивности. Но есть то, что мы хотим осуществить, то, что для нас как будто очень значимо. Давайте мы узнаем, если это у нас что важно знать, а чего не избежать на неделе или неожиданности возможны. Ух ты, так тут может быть у вас и смена статуса, мои дорогие козероги, и все что угодно. У кого-то беременность девушки, мои дорогие, правда. У кого-то вопросы просто материнства, может быть, связанные с вашими детьми, что-то вы будете здесь решать, улучшать или заниматься просто ребенком, может быть, и так придется. Но это в первую очередь статусная карта и карта власти. Но власти доброй, не так, как по императору, так больше жестче. А здесь нет, диалоговая форма, потому что благодаря мягким энергиям императрица может влиять на всех, включая того самого императора. Нет ей каких-то барьеров, нет для нее как чего-то невозможного. Так или иначе, она все равно совершит то, что она задумала. И всегда, прежде в картах часто рисовали, как императрица всегда беременная. Мы сказали про конкретную беременность, но тут может проиграться то состояние, когда подразумевается наша какая-то идея, плодовитость именно на какие-то новые инсайты, на то, что нам интересно, какие-то новые занятия, возможности, способности. Вот чем-то мы себя как можем развивать, так и где-то воплощать в жизнь то, что мы задумали. Поэтому аркану это тоже проигрывается. Ну а для кого-то будет вопросы, связанные с вашей семейной жизнью, или для кого-то вопросы с вашей мамой. Так вот тоже может проиграться. Но с учетом старшего аркана дьявол 15-го, мои дорогие козероги, больше вопросы либо в вашей семье, ваших отношений, или вопросы финансов. И надо сказать, с 28 числа августа Уран у нас перешел в ретроградное движение в знаке зодиака Телец. И вы-то ведь тоже стихия Земли, как и Телец. И с 3 числа Юпитер как раз еще перешел тоже в знак зодиака Телец в ретроградном движении. Как Юпитер, так и Уран останутся до 31 декабря в ретро-движении в знаке Телец. И у вас где-то в течение этого времени могут наиболее активно проигрываться вопросы где-то оси
финансы и отношения. Как будто если отношения, то они будут увязаны с финансами, а финансы будут определять отношения или как мы выстраиваем, может быть, свои отношения. Имеется в виду не только отношения близкие, люди наши, да, или близкий круг, а ваши коллеги, например, или умение взаимодействовать с большим количеством людей, как будто тоже могут пересекаться с количеством финансов, которые мы получаем. Поэтому у каждого здесь немножко по-разному, поэтому перекладывайте на себя. Давайте мы узнаем, что нам может помешать. Тройка пентаклей. Нет ничего, чтобы нам могло помешать. Вот вообще ничего у вас нет. Единственный момент, иногда, знаете, все-таки это карта ученичества, и если мы уже говорим, что нам может помешать. Когда, допустим, перед тем, как приступить к какому-то делу, или, может быть, есть наш проект, который мы хотим осуществить, и мы начнем в себе сомневаться и скажем, ну нет, я сначала пойду, допустим, на курсы, я этому обучусь, или я должен изучить, или должна какой-то вопрос, а вот уже потом я буду приступать. Так вот, это будет как бы ошибочно, потому что у нас эта карта выпадает в позиции, что нам может помешать. Нам может помешать, когда мы себя недооцениваем, мои дорогие козероги. Поэтому у вас достаточно и экспертности, и опыта, или даже пусть меня кто-то смотрит совершенно молодой, да, как бы по годам еще опыт такой большой, не успел наработать. Так ведь это и не важно. Тут ведь измеряется именно в каких-то ваших особенных возможностях в этот период, поэтому все равно в себе не сомневайтесь. Это нам не говорит карта, что мы должны розовые очки одеть и сказать себе, ну, у меня сейчас все получится. Нет, мы все контролируем. Мы готовы как раз как и учиться, так и узнавать новое, но переложить на себя и сказать себе, допустим, я пока не стал профессионалом, вот такое нам дело точно помешает, поэтому будьте в себе уверены. Все же такое важное качество самодоверие, именно оно формирует самодостаточность, и, видимо, где-то на этой неделе это будет самое актуальное в вашей жизни. Так вот в целом, и тут любая сфера, чего бы ни касалась, даже если это какая-то любовная история, тоже в себе, в своих силах нужно быть уверенному. Или это вопрос получения новой должности, тоже не сомневаемся. Давайте мы спросим, а что же нам будет помогать? Хотя не мешает нам ничто. Нам может помогать как раз какие-то предложения новые. И будут, наверное, помогать такие энергии, если мы словно... Ведь это развилка своего рода, да? Когда мы еще только раздумываем, в какую сторону пойти, направо или налево, или где мы будем работать, в одной организации, или мы меняем и будем работать на себя, или между, допустим, какими-то занятиями или родом деятельности. Вот Его Величество выбор нам, с одной стороны, будет где-то помогать, правильный выбор. Но я бы сказала, на этой неделе здесь все-таки это двойка жезлов, это дуальность. Наверное, самое правильное, нам будут помогать те энергии где-то, когда мы вашим и нашим, мои дорогие козероги. И правда, карта императрицы, она как раз нас больше призывает к какой-то лояльности, как будто определенно бонусов мы получим от таких энергий намного больше. Давайте мы узнаем, а что же скрыто? И с вопросом, что от нас скрыто, туз мечей может говорить о какой-то информации или о каком-то событии. У кого-то может проиграться так, что событие произошло, а вы о нем не знали, а узнаете только на этой неделе. Или это может быть какое-то предложение внезапное, или вы окажетесь в такой ситуации, правда, когда нужно делать выбор и от чего-то отказаться. Или туз мечей предполагается, знаете, словно выход из лабиринта или из какой-то запутанной ситуации, когда мы видим свои возможности, потому что все же туз мечей – это какая-то возможность, но она предполагает, что мы от чего-то откажемся. Как будто благодаря тому, что мы от чего-то отказываемся, вот эти самые возможности к нам приходят. Но это в позиции, что скрыто, поэтому карта может помочь для тех,
вот кто сомневается, а будет ли, допустим, новое место лучше, чем прежнее какое-то, да, и мы можем тут проигрывать одну, вторую, третью какую-то ситуацию и не получать ответа. А здесь нам говорят, тут надо просто словно отрезать и шагнуть навстречу новым каким-то предложениям. И это будет правильно. А дальше по ходу пьесы мы как будто разберемся со всем тем, что нас, может быть, прежде сдерживало, или какие-то вопросы отпадут сами. Такое тоже может быть. Или вы можете искать, допустим, ответы на какие-то вопросы или в виде информации, допустим, да. А инсайт какой-то получите в совершенно другой области. У кого-то проиграется, и таким образом тоже как будто вот то, что было скрыто, может быть, даже вот ваше внутреннее какое-то понимание, вы можете, знаете, самому себе сказать, ну надо же, а я вот предчувствовал или предчувствовала. И у вас будет в этот период очень хорошо работать интуиция. Поэтому в чем-то неторопливость, в чем-то больше лояльность. И тогда для вас словно возможности будут идти в геометрической прогрессии, мои дорогие козероги. Примите это тоже во внимание. Давайте мы посмотрим по основным сферам жизни, энергетику, дела, работы, бизнес. Карта успеха, можно сказать и так. Вот в этой колоде карта колесница. Мы держим руку на пульсе и провожаем прошлое. Вот ничего из прошлого не задерживаем. Даже мысленно туда не стоит возвращаться. У нас словно, знаете, может пространство забирать что-то из прошлого. Поэтому не удерживайте. Не удерживайте людей, которые словно исчезают из вашей жизни. Значит, наступила пора. Потому что словно, знаете, вот какое-то пространство вокруг вас должно быть расчищено для того, чтобы что-то новое вошло в вашу жизнь. Как новые предложения, как новая история любви, как новые знакомства, как какие-то новые поездки, новые инсайты, новое вдохновение, ну до бесконечности можно перечислять. И просто новое качество жизни, мои дорогие. Хотя у кого-то из вас проиграется конкретно, мне нужно куда-то отправиться, чтобы там на месте решить ту или иную ситуацию. Или нужно совершить поездку для того, чтобы с чем-то разобраться. Или для кого-то из вас может проиграться поездка и на отдых, почему нет? Или приезд к вам какого-то человека. И ведь это старший аркан, и поэтому как будто будет или возможна ситуация, которая для вас формирует возможности, но это происходит, опять же, в связи с событиями, в которых вы находитесь, или событиями отчасти непреодолимой силы с учетом 15-го аркана, так тоже может проиграться. Поэтому быть открытым миру, держать руку на пульсе, ни от чего не отказываться. Все встречаем, а то, что уходит, просто провожаем. И тогда мы очень много что сможем как и решить. И вообще неделя по делам, по работе, по бизнесу будет для вас достаточно удачно. Давайте мы узнаем, а что же у нас по финансам, мои дорогие козероги, на неделю. И еще у нас один старший аркан, Верховная Жрица. Не могу сказать, что тут нам советуют про покупки, например, да. Ну, наверное, договариваться, присматриваться, почему нет, запросто. Но по Верховной Жрице, словно, допустим, нам могут транслировать одну информацию, а наша задача увидеть как раз подводную часть айсберга, то, что нам не транслируют. Прислушаться, опять же, к интуиции, увидеть или разграничить, или хотя бы допустить, что нам могут говорить, к примеру, одно, а на самом деле какая-то обстановка будет другая. Или нас могут к чему-то склонять, обещая какие-то перспективы или радужные формы нам рисуя. А может быть и ложка дегтя, о которой человек умолчит. Поэтому словно поделить нужно надвое. Предположить, что чего-то мне не договаривают. И пусть у вас это на финансы, у кого-то может быть с тратами, с покупками, с продажами. Вот такая ситуация, которую просчитать невозможно. Но возможно прочувствовать интуитивно и себе больше доверять. Когда выпадает еще эта карта, тем более на финансы, я бы сказала, все-таки эта карта тысячи неопределенностей и какой-то тайны, чего-то тайного. Неплохо было бы иметь энную сумму денег, о которой никто не знает.
Напоминаю, деньги – это способ или один из способов взаимодействия с миром. И поэтому, если мы ресурсные, мы себя более уверенными чувствуем. Поэтому вот будьте внимательны. Давайте мы спросим, что же в личной жизни, по мнению карт, на неделю для козерогов, туз кубков, вообще про любовь, с учетом 15-го аркана, с учетом карты императрица, признание в любви. Если вы не в паре, правда, тут может быть какая-то встреча или с человеком, с которым вы не виделись, допустим, долгое время, любимым, я имею в виду, с человеком, а у кого-то может быть и новое знакомство, или как-то личная жизнь может заиграть совершенно другими красками. У кого-то это может, безусловно, и означать финансы тоже, потому что, обратите внимание, рыбы нам тут еще изображены, а рыба – один из символов благополучия и конкретно денег где-то, то есть именно финансового благополучия. Поэтому у кого-то какая-то история, ну, может быть, по работе, должности, да, и как таковые деньги, потому что для чего-то ж мы работаем, как эквивалент наших приложенных усилий. Вот он вас также порадует, как туз кубков. Что-то есть доброе, светлое, хорошее, как сам по себе праздник, который приходит в вашу жизнь. У кого-то это с личной историей, с вашей любовной историей будет связано, а у кого-то это может решиться любой другой вопрос. И вам принесет множество положительных эмоций, когда вы, знаете, можете гордиться собой буквально, что сложный какой-то вопрос я уже закрыл или решила. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, правда, у каждого тут по-разному, но сама по себе неделя очень интересная, чего-то не прошляпить будет. Ох, как важно, но мне очень нравится то, что, несмотря на 15-й старший аркан, карта императрицы и туз кубков, определенно что-то доброе, светлое, душевное, мои дорогие козероги, на эту неделю старается войти в вашу жизнь. Будьте счастливы и любимы всегда.